Привет, Cover Project! Меня зовут Олег Малыхин, и сегодня мы находимся в красноярской квартире, над которой работала наша команда. С заказчиками мы знакомы давно, это мои друзья. Ранее мы делали несколько проектов для их родных, и поэтому они пришли к нам с полным доверием. Работа началась с того, что нам предоставили пару референсов, которые касались в основном атмосферы, а в остальном нам была дана полная свобода действий. Очень важно было создать пространство для себя, чтобы в квартире чувствовалась легкость и спокойствие посреди шумного города. Так мы остановились на монохромной гамме. Такой чистый архитектурный подход, когда из-за отсутствия цвета обращаешь внимание на формы, объемы и фактуру. Сначала заказчица опасалась, что это будет непрактично, но готова была рискнуть. Мы выбрали светлый оттенок и применили его на разных поверхностях и материалах. Наливной пол, дерево, камень и фактуры мягкой мебели. От застройщика нам досталась типичная планировка с прихожей, длинным коридором и помещениями, расположенными вдоль коридора. Мы снесли все лишние перегородки, таким образом получили большое единое пространство. Прихожую мы зонировали поворотными ламелями, они оформлены канатом. Мы делали несколько прототипов и достаточно долго подбирали нужный цвет и фактуру. Нам очень хотелось, чтобы оттенок был теплый, чтобы он был мягкий и износостойкий. Так нам удалось задать мягкое движение, когда ни с чем не сталкиваешься при переходе из одного пространства в другое. Ламели мы можем повернуть таким образом, чтобы наполнить естественным светом прихожую. Площадь квартиры 70 квадратных метров. Изначально от застройщика мы имели длинный коридор и отдельную гостиную и кухню. Мы снесли все перегородки и получили единое пространство. Площадь этой зоны небольшая, но мы смогли разместить весь необходимый функционал. Это кухня с островом, обеденный стол и мягкая группа. Также в этой зоне расположен большой вместительный шкаф со скругленными торцами и консольная полка. Спальни небольшие, но также функциональные. В них есть большие кровати, место хранения гардероба, прикроватные тумбы. В детской мы смогли разместить консольный стол. Подробнее планировку смотрите в телеграм-канале The Cover Project. Для отделки комнат мы выбрали нейтральные материалы, микроцемент на стенах и бесшовный наливной пол. Нам очень важно было это с точки зрения концепции, для того, чтобы сохранить цельность квартиры, когда покрытие из одного помещения переходит в другое. Практически все, от мебели до света, выполнялось местными мастерами по нашим эскизам. Шкаф с колотым травертином создает такой ритмичный мотив, который в дальнейшем переходит в спальню и санузел. Мы были очень требовательны к нашим столярным мастерским и просили скорректировать их цвет шпона, наверное, больше 10 раз. А вот в плане травертинов все прошло гладко. У нас очень опытные подрядчики по камню, и они очень быстро поняли, что мы от них хотим. Так как у нас архитектурный подход к дизайну, для нас было важно, чтобы расстановка мебели строилась по островному типу. Центральное место в гостиной занимает диван, также выполненный по нашим эскизам. Его веревочная спинка перекликается с канатным оформлением ламелей в прихожей. На стене напротив дивана парящая ТВ-зона из крупноформатного керамогранита с открытыми стеллажами и медными полками. Она подчеркивает горизонтальные пропорции мягкой группы. Кухня и остров с обеденным столом также выполнены по нашим эскизам. У стола есть интересная деталь, полностью стеклянная опора.
Так мы снова почерпнули идею легкости. Здесь у нас появляются цветовые акценты. Медная люстра, также выполненная по нашим эскизам, и красные обеденные стулья изящной формы. В спальне первое, на что мы обращаем внимание, это меховая кровать. Ее мы снова сделали сами. Подбор меха занял довольно много времени, потому что в основном у производителей и поставщиков представлен короткий ворс, но нам удалось найти нужную длину. В изголовье кровати мы видим два объема, один плоский, другой с декоративным рельефом. В качестве рельефа мы использовали разработанные нами гипсовые панели, выполненные с помощью матриц. Матрица, естественно, получилась не с первого раза, так как методика была непонятной. Сначала мы снимали слепки с камня, потом мы выполняли конструкцию, которую заливали гипсом и погружали туда камни. Мы экспериментировали с глубиной погружения. Для нас важно было, чтобы сколы читались, чтобы получилась та самая светотень. Таким образом получился своеобразный штрих-код, в который могло бы быть зашифровано какое-то послание. Мы подумали, что это панно логично олицетворяет мужчину и женщину. К этому можно было бы придумать какую-то красивую легенду, но изначально мы ничего такого не закладывали. И в этом все мы. У нашего подхода нет какого-то особого секрета или глубокой философии. Мы просто любим современные интерьеры, но нам они кажутся излишне строгими и суховатыми. И мы идем от обратного, задавая себе вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы они стали чуть теплее и приветливее.